Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости моего канала. Меня зовут Татьяна. В этом видео я представляю подробный мастер-класс по вязанию вот такого свитера. Он теплый, связан полупатентной резинкой, размер оверсайз. Подойдет на размер 44-52, так как этот узор полупатентная или полуанглийская резинка имеет свойство растягиваться. То есть это на размер М-XL он подойдет. Что касается размеров, до ВТО у меня были следующие. Ширина, обхват груди 56 сантиметров, полуобхват, длина 56 сантиметров, то есть одинаковая. Рукав от проймы и до манжета, включая его, 40 сантиметров. Что касается размеров после ВТО. Вот смотрите. По уровню груди обхват, вернее полуобхват груди у нас 58 сантиметров. То есть после ВТО у меня вытянулся он в ширину на 2 сантиметра. Что касается высоты. Длина от самой верхней точки и до низа у меня выходит 57 сантиметров. То есть где-то на сантиметр он вытянулся вниз. Так, то есть, как я уже сказала, этот узор полупатентная резинка, она очень растягивается. Что касается размеров по рукаву. Рукав, если смотреть от воротника и до самого низа, включая манжет, 66 сантиметров. Как я уже сказала, по пройме после ВТО 40 с половинкой сантиметров. Ширина рукава в самом широком месте 20 сантиметров. И манжет. Манжет у меня 10 сантиметров. Сама резиночка 4 сантиметра. Манжеты, воротник, ворот и низ изделия у меня связан резиночкой 1 на 1 и закрыты самым обычным способом. Теперь, что касается ворота. Сам ворот у меня довольно-таки длинный. Если смотреть вот до ложной петлевки, 22 сантиметра. Высота. Ширина 20 сантиметров. Что касается самого вот этого свитера, вы знаете, у меня пряжи ушло довольно-таки много. Сам свитер весит 700 грамм. То есть у меня была бобинка и 700 грамм. И вот смотрите, что осталось из этой бобинки. Так, я хочу отметить то, что если кто-то собирается вязать вот таким вот узором полупатентной резинкой, вы должны знать о том, что она, скажем так, съедает много пряжи. То есть если бы я вязала обычным, скажем, каким-то узором, не полупатентной резинкой, то у меня бы ушло где-то грамм 500-550. Здесь же ушло, как я уже сказала, 700 грамм. То есть я вот вязала, и вы знаете, в конце я уже переживала о том, что мне не хватит пряжи. Но в крайнем случае я бы тогда поступила следующим образом. Вот воротник у нас, я бы немножко его, скажем так, отрезала и посмотрела, распустила, затем опять закрыла петли. И таким образом довязала бы рукав, который, вот, если бы мне не хватило пряжи. Теперь, что касается самой пряжи. 66% меринос, 9% мохер, 14% полиамид, 11% акрил. То есть это смесовка. И 260 метров в 100 граммах. И ниточка состоит, вот видите, из мериноса. Это белая нить, это меринос. Мохер вот такой вот немножко он виден. И в готовом изделии этот мохер вот немножко и заметен. Метраж этой нитки очень хороший, то есть вяжется довольно-таки хорошо, быстро.
И, в принципе, я могу отметить то, что эту ниточку можно заменить, потому что она бобинная пряжа итальянская. Вот, поэтому взамен этой пряжи я могу вам предложить следующую. Такого же приблизительно метража. Пехорка перспективная. Метраж у нас тоже очень хороший. 270 метров в 100 граммах. И состав 50% мериносовая шерсть, 50% акрил высокообъемный. Эта пряжа мне тоже очень нравится, потому что она метраж хороший. И носится изделие из этой пряжи тоже очень хорошо. Кроме этого, подойдет Alize Lana Gold Classic в 100 граммах 240 метров. Также могу предложить вот такую пряжу. Пехорка Кроссбред Бразилии. Она, правда, тоненькая. 500 метров в 100 граммах. Но возьмете 2 ниточки, и вам будет уже 250 метров в 100 граммах. Состав шерсть мериносовая полушерсть и с акрилом. Так, ну и в завершение тоже могу сказать, что есть у нас бобинки. Допустим, вот бобинная пряжа, если у нас будет метраж 1500 метров, можно взять 6 ниточек, и получится вот этот наш метраж. Вот, если сложить в 6 сложений нить, у нас получится 250 метров. И тоже подойдет. А также есть вот такая вот пряжа Нака на колен 5. Тут у нас тоже получается полушерсть. И метраж в 100 граммах 500 метров. То есть берете 2 ниточки, и у вас получается вот этот вот метраж 250 метров в 100 граммах. То есть можно найти какое-то свое решение и вязать вот это, по этому мастер-классу. Я думаю, все у вас получится, потому что я постаралась все подробно рассказать. И сейчас кратенько по этому свитеру. Значит, связан он полупатентной резинкой. Это у нас идет ложная кетлевка. Я в видео все подробно рассказываю, как оно провязывается. Очень просто. Сверху вниз это идет вообще очень быстро. Это ложная кетлевка. Если мы вяжем снизу вверх, то ложная кетлевка провязывается довольно-таки, скажем, сложнее. И дальше шел у меня росток. Росток у меня связан именно после того, как я связала ложную кетлевку. Дальше у нас идет реглан. Вы регулируете свою высоту, скажем, длину реглана. Что касается моего реглана, он у меня по переду 20 вот вытянулся. Видите, оно после стирки вытягивается. Это пряжа, которая имеет меринос. 27 сантиметров. Так, то есть я ориентировалась на 26, но вытянулась на 1 сантиметр. В принципе, тоже нормально. Изделия, которые связаны регланом, вяжутся очень легко и просто. Я думаю, все мы любим вязать реглан. У нас получается изделие, как говорят, без единого шва. Вот, поэтому, если кого-то заинтересовало, вы тоже смело можете вязать вот такой вот свитер полупатентной резинкой. И по спицам. Основное полотно у меня связано с спицами номер 3,5, а манжеты и низ изделия связаны с спицами номер 3. В завершение я хочу сказать, что, вы знаете, этот узор очень интересный. Конечно, он всеми нами любимый, потому что действительно это полуанглийская резинка. Она довольно-таки объемная, пышная, смотрится очень красиво по одной стороне, по другой стороне. И вообще, вы знаете, этот свитер я планирую носить даже с двух сторон, потому что когда его полностью вывернуть наизнанку, сейчас я выверну его, и вот так он смотрится по изнанке. Вот у нас идет реглан, линия реглана.
по спинке. Поэтому смело этот свитер можно носить с двух сторон. То есть он такой вот двухсторонний свитер. И красиво смотрится, видите, по одной стороне. И по другой стороне. Ну, на фотографии там видно, как он смотрится на мне, этот свитер. Приступаем. Вот такая у нас замечательная бобинка. Здесь 700 грамм. Что касается состава, это 66% меринос, 9% мохер, 14% полиамид, 11% акрил и 260 метров в 100 граммах. Такая вот ниточка. Берем спицы в работу. 3,5 миллиметра. Я беру пока 80 сантиметров. Вы можете брать и 40 сантиметров. И набираем 120 петель плюс 1 петлю для замыкания в круг. Я буду набирать способом, видео, которое есть у меня на канале. Называется эластичный набор петель. И он заключается в следующем. Первая петля у нас будет двойная. А дальше повторяем действие. С указательного пальца дальняя ниточка, с большого пальца ближняя. И провязываем вот таким образом. Опять повторяем действие. Вы можете набирать своим каким-то способом. И таким образом повторяем и набираем на спице номер 3,5 120 петель плюс 1 петлю для замыкания в круг. Сейчас замыкаем вязание в круг. В двух местах вытягиваем леску. Сначала в одном, затем в другом. Смотрим внимательно, чтобы у нас ничего не перевернулось, не перекрутилось. Так, все это аккуратненько делаем. Первый ряд всегда довольно-таки медленный. Вот смотрите, все петельки должны вот таким образом быть. То есть вот так они аккуратно должны смотреть вовнутрь. Каждую спицу проверили. На лесках тоже. И сейчас можно замыкать вязание в круг. Первую петлю сбрасываем на правую спицу, а последнюю набрасываем на первую петлю. Снимаем. Вот таким образом. Вешаем маркер и провязываем резиночку 1 на 1. То есть 1 лицевая петля, 2 изнаночная. И так мы будем повторять до конца ряда, а затем провязывать на определенную высоту. Вот я уже немного провязала нашего ворота. В сантиметрах получается где-то 9. Дальше будем продолжать вязание. Ну вот на данном этапе так выглядит этот ворот. В принципе, хорошо тянется. Вот это вот мохер, который темная тоненькая ниточка, мягкая. После стирки он еще станет мягче. Продолжаем дальше вязание. Ворот у нас уже провязан. 24 сантиметра высота. И в ширину у нас 19.
Сейчас будем обрабатывать горловину ложной кетлевкой. Обработка горловины ложной кетлевкой состоит из нескольких этапов. Первый этап заключается в следующем. Берем спицы в работу на полразмера меньше. Если я вязала ворот 3,5, то сейчас я беру троечку. И первый этап удваиваем петли. Каким образом? Первая петля лицевая, мы ее провязываем. Дальше у нас петли тоже все будут лицевые, в том числе и изнаночные. Будем провязывать их лицевыми. Но после каждой петли у нас будет прибавка. Прибавку мы будем делать из протяжки. Вот таким образом. Набрасываем протяжку на спицу левую и провязываем ее изнаночной. Вот таким образом. Следующая изнаночная, но мы все равно ее провязываем лицевой. Дальше опять делаем из протяжки, делаем прибавку. Набрасываем вот таким образом и провязываем ее изнаночной. И так мы будем делать до конца ряда. И у нас на спицах уже будет в 2 раза больше петель, чем было до этого времени. Хочу обратить внимание на то, что вот эта вот протяжка, которую мы набрасываем на левую спицу, к нам левой стенкой находится поближе. Вот эта вот правая стенка, она подальше, а левая поближе. И мы провязываем именно левую стенку, вот эту. Дальше у нас идет лицевая. Мы ее провязываем лицевой. Опять идет протяжка, мы набрасываем. И левую стенку, левую вот эту вот провязываем изнаночной. В конце ряда здесь немножко вот так. Последняя петля изнаночной мы провязываем лицевой. И еще одну протяжку поднимаем на спицу. Вот таким образом. И также провязываем изнаночной. Здесь у нас в конце ряда немножко посложнее. Последний у нас должен быть последняя прибавочка. Вот также из протяжки. Все. Значит, мы петли удвоили. Сейчас у нас идет второй этап. Второй этап — это у нас полая резинка, 4 ряда. Первый и третий ряд будут одинаковые. Второй и четвертый также будут одинаковые. Первый ряд заключается в следующем. Идет у нас первая петля лицевая. Мы ее провязываем лицевой. Следующая у нас будет изнаночная. Мы ее будем переснимать нить перед работой. Вот таким образом. Следующая лицевая. За ней изнаночная нить перед работой. Опять лицевая, изнаночная нить перед работой. И таким образом повторяем этот первый ряд. Точно так же мы будем провязывать и третий ряд. Первый ряд полой резинки провязан. И вот так выглядит на данном этапе наше вязание. Сейчас второй ряд. Второй ряд полой резинки. Первая петля у нас лицевая. Мы ее снимаем, нить за работой. Дальше идет у нас изнаночная. Мы ее провязываем. И повторяем до конца ряда. Лицевую снимаем нить за работой, изнаночную провязываем. Это у нас идет второй ряд. И точно таким же образом мы с вами будем провязывать четвертый ряд. Здесь уже провязано 2 ряда полой резинки. 3 ряда полой резинки уже провязано. Я уже провязала 4 ряда полой резинки. Вот так она выглядит поближе. По изнанке.
и по лицевой стороне. Сейчас остается третий этап. Он заключается в следующем. Мы будем провязывать 2 петли вместе, и тогда у нас на спицах будет первоначальное количество петель. Можно провязывать изнаночными, можно провязывать лицевыми. Это как кому, скажем, нравится, у кого какая задумка. Так, я буду провязывать 2 петли вместе изнаночной. Следующим образом. Вот так. Следующая петля. Опять 2 петли вместе изнаночной. И продолжаем дальше вязание. И вот так вот выглядит ложная петлевка при вязании сверху. После того, как провязана ложная петлевка, обработана горловина ложной петлевкой, переходим на спицы большего размера, 3,5. Я вязала ворот 3,5. Ложная петлевка у нас была обработана троечкой. Сейчас опять я перейду на спицы номер 3,5. И будем провязывать реглан. Для того, чтобы вязать реглан сверху, сразу отмечу то, что у нас будет он с ростком. Поэтому сейчас я проведу небольшой такой расчет петель для вязания реглана сверху. Если, скажем так, вас не интересует эта информация, вы можете перемотать дальше и посмотреть конкретно уже, как я буду распределять эти петли с помощью маркера. Тех, кто интересует этой информацией, сейчас я вам, в принципе, расскажу, как я буду распределять эти петли для вязания реглана сверху. Каким образом? Расчет петель я провожу, скажем, недолго, быстро. Он нужен обязательно, потому что если не провести неправильно этот расчет, то и изделие будет смотреться и носиться не очень комфортно. Что касается расчета, в первую очередь я покажу на схеме. У нас 120 петель. На спицах у нас 120 петель. Первое, что я делаю, для реглана у нас будет 5 петель. Поэтому 120 петель вот этих вот. Я отнимаю 20 петель, которые идут по реглану, и остается 100 петель. И эти 100 петель сейчас я высчитываю по формуле. Из этих 100 петель на перед и спинку. Формула такая. Вот это вот количество петель сначала делю на 30, а затем умножаю на 11. И получается 37 петель. То есть 37 петель идет на спинку, 37 петель идет на перед. Что касается рукава. На рукав уже другая формула. Вот эти 100 петель, опять же, я делю на 15 и умножаю на 2. Получается 13,3, округляем 13 петель. То есть по 13 петель на один рукав и на другой. И, конечно, нужно пересчитать это количество петель, чтобы оно было именно вот это, которое мы брали для высчитывания формулы. Таким образом, это, скажем, такой вот первый этап у нас. Но поскольку я сказала, что у нас будет еще росток, значит, следующий шаг мы должны рассчитать, что нужно сделать для того, чтобы выполнить росток. Что касается ростка. Вот у меня на этой схеме показано количество разворотов для того, чтобы выполнить наш росток. Почему такие цифры? Я сейчас вам все объясню. Росток для изделия, которое 48-50 размер, вот который я вяжу, будет у меня 5 сантиметров. Плотность вязания в рядах в 1 сантиметре у меня 3 ряда. Значит, для того, чтобы выполнить росток 5 сантиметров, я должна провязать 15 рядов. Но оно должно быть четное количество, потому что ряды идут поворотные. Мы будем вязать туда-обратно. Поэтому 16 рядов мне нужно провязать для того, чтобы выполнить росток в 5 сантиметров.
8 рядов будет лицевых и 8 рядов изнаночных. Так, следующий шаг. Для того, чтобы выполнить вот этот росток, 16 рядов мы делим на 2. Значит, по 8 рядов поворотных у нас будет. 4 ряда поворотных будет по рукаву и 4 ряда по переду. Сначала мы начнем вязание вот здесь. Вот я обычно начинаю. И затем иду по спинке к первой точке разворота. Смотрите, я их уже поделила таким образом. На рукав 13 петель и точки разворота 4, 4, 3, 2. С одной и с другой стороны. По переду у меня 2, 2, 3, 4. Значит, вот отсюда я начинаю вязание, провязываю спинку. Затем иду вот эту вот точку разворота. 4 петли я провязываю и назад иду к этим 4 петлям. Провязала и обратно иду. Уже провязываю вот до этой точки разворота. Кроме того, делаю прибавки, конечно. Прибавки делаются после, до регланной линии и после. Сколько петель у нас должно быть на спинку? Все зависит от того, сколько у нас точек разворота. Смотрите, по рукаву у нас 4 точки разворота. Значит, первоначально у нас было 37 петель по спинке. Поскольку у нас 4 точки разворота, значит, от спинки мы отнимаем 4. И получается 33 петли. То есть с самого начала мы распределим на спинку 33 петли. Что касается переда, к переду мы прибавляем. У нас 4 точки разворота, поэтому 37 петель, которые у нас были по спинке. Вот здесь вот. Мы прибавляем эти точки разворота 4. И получается 41 петля. В результате у нас получается вот такой вот рисунок. Вот у наша горловинка. Это у нас идут регланные линии по 5 петель. А всего у нас 120 петель. Так, у нас по рукаву получилось 13 петель. 13 петель. По спинке 33 петли, а по переду 41. И вот сейчас мы с вами будем распределять вот эти вот петли наши. Будем маркерами помечать, где у нас регланная линия, где у нас перед, где спинка. И вот так вот выглядит распределение петель, когда мы повесили маркеры. Оранжевый маркер — это начало у меня вязания будет. Дальше идет у меня спинка. Вот это вот регланные линии по 5 петель. Соответственно, вот здесь вот у нас рукава, а здесь перед. Начинаем вязание вот отсюда. Первая петля у нас будет изнаночная. Провязываем 33 петли. Резиночка 1 на 1, то есть 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. И затем вешаем маркер. Первый ряд с убавками. Поскольку у нас вот этот маркер, начало ряда, по спинке мы идем, после маркера делаем прибавку. Следующим образом. Воздушную петлю набрасываем. И ниточка идет от нас, от себя, туда, за спицу. Вот таким образом. Это после маркера, еще раз повторяю. Так, дальше будем провязывать первый ряд полупатентной резинки. Вяжем изнаночную. У нас будет вот эта изнаночная, мы провязываем ее вместе с накидом. Вторая будет петля лицевая. Опять изнаночная вместе с накидом. Дальше у нас лицевая. И повторяем. Изнаночная с накидом. Лицевая. Мы подходим к регланной линии. И смотрите, это у нас лицевая. Накид с изнаночной. И сейчас у нас до маркера идет прибавка. Каким образом?
Набрасываем воздушную петлю вот так. И у нас ниточка уже идет к нам. Видите? Вот. Именно к нам. Так мы будем делать прибавку до маркера. Сейчас переснимаем маркер. Это у нас идет реглан. Также мы его провязываем полупатентной резинкой. Лицевая, изнаночная с накидом, лицевая, изнаночная с накидом, лицевая. Маркер. Так, после маркера мы делаем накид вот таким образом. Воздушная петля набрасываем на спицу. И наша ниточка идет за спицу от себя. И смотрите, мы сейчас провязали 33 петли, реглан 5 петель. И сейчас провяжем еще 4 петли вместе с изнаночными, с накидом. Вот смотрите, у нас идет первая изнаночная, это 1 петля с накидом. Дальше у нас лицевая, 2, 3 петля с накидом, 4 лицевая. Вот эти вот 4 петли мы с вами уже провязали. И сейчас мы идем назад поворотными рядами, разворачиваем вязание на изнаночную сторону. А теперь делаем поворотные ряды. Смотрите, правую в спицу вводим вот эту последнюю петлю вот таким образом. Нашу ниточку снимаем ее с этой спицы. Нашу ниточку подтягиваем в обратную сторону за спицу. И дальше провязываем нашу английскую резинку. Здесь уже вот петля лицевая с накидом мы ее провязываем вместе лицевой. Дальше изнаночной мы провязываем просто изнаночной. Опять лицевая с накидом мы провязываем вместе. И вот этот накид у нас уже идет изнаночный. Почему? Потому что мы чередуем. Вот это вот изнаночная, лицевая, значит это будет изнаночная. Петли реглана то же самое провязываем. Таким же самым образом. Идет у нас накид. Смотрите. Так вот он должен быть. Накид. Мы его провязываем изнаночной петлей. Так. И провязываем вместе с накидом. Так, ну здесь росток вывязывать нужно очень внимательно. Ничего, скажем, не потерять, чтобы рисунок сохранился наш. Так, лицевые с накидом мы провязываем вместе. А дальше идет изнаночная. Так, и сейчас мы будем вот это вот провязывать до вот этого маркера. Сейчас остановимся, я потом вам скажу, что делать. Так, вот у меня этот накид перед маркером. Я его провязываю изнаночной петлей. Переснимаю маркер, наше начало вязания. И смотрите, мы сейчас идем к вот этой вот 4 петель. Давайте все-таки сделаем, я напишу плюсик, то, что мы с вами выполнили этот разворот. Сейчас мы идем сюда. Сейчас будем выполнять вот этот разворот. То есть провязываем тоже 4 петли, но уже по изнаночной стороне. Для начала провязываем петли реглана. Так, 4 петли я уже провязала. Разворачиваем вязание уже на лицевую сторону. И опять делаем разворотную петлю. Каким образом? Смотрите, подхватываем, так как мы лицевая у нас будем делать вот таким образом. Лицевая, значит, вот так вот мы снимаем. И уже нашу вот эту ниточку берем, разворачиваем к себе. То есть на спице получается двойная петля. Туго затягиваем. И сейчас мы уже будем вязать нашу резинку полупатентную опять с накидами.
Так, внимательно смотрим. Это у нас изнаночная. Значит, изнаночную мы берем с накидом. Вот таким образом. Но смотрите внимательно. Вот эту вот петлю двойную мы затягиваем. Дальше у нас должна быть тоже с накидом. Не потеряйте ее. Лицевую мы провязываем, а изнаночную с накидом. И вот мы подошли к регланной линии. Опять делаем с вами прибавку. Прибавку до маркера мы делаем нить к себе. Вот таким образом. И эта ниточка идет к нам. Вот так. Это прибавка до маркера. Провязываем дальше нашу регланную линию. Лицевая, изнаночная с накидом, лицевая, изнаночная с накидом, лицевая. Маркер переснимаем. И сейчас опять прибавка. Прибавка уже от себя. Вот таким образом. И ниточка идет туда, за работу. Так мы будем делать прибавку после маркера. И дальше опять делаем, сохраняем рисунок. Смотрите, это лицевая, значит мы ее провязываем лицевой. Дальше изнаночная с накидом. Лицевая, изнаночная с накидом. Дальше провязываем все петли спинки. Вот таким вот рисунком. Опять доходим до маркера. Делаем такую же прибавочку. Вот у нас получается лицевая. Мы ее провязываем лицевой. Дальше делаем прибавку до маркера, нить к себе. Воздушная петля. Вот таким образом ниточка идет. Так, еще раз покажу. Ниточка идет к нам. Вот так. Это прибавка до маркера. Дальше провязываем петли реглана, лицевая, изнаночная с накидом. Маркер переснимаем. Опять идет прибавка, но после маркера уже идет нить от себя. Вот таким образом. И ниточка идет туда. Так, сейчас смотрите внимательно. Мы уже провязали вот эти 4 петли. Дальше мы должны еще взять вот эти 4 петли и сделать опять разворот наш. Смотрите. Вот это вот первая петля у нас лицевая, мы ее провязываем лицевой. Дальше изнаночная снимаем с накидом. Опять лицевая и изнаночная с накидом. И смотрите, вот это вот у нас лицевая, которая была. Мы ее провязываем вот таким образом за 2 стеночки. Смотрите. Дальше мы еще должны захватить 4 вот эти вот петли. Изнаночная с накидом, лицевая, изнаночная, лицевая. Так, остается у нас вот эти вот последние 5 петель до маркера. И мы сейчас разворачиваем опять вязание на изнаночную сторону. Делаем разворотную петлю. Вводим правую спицу вот в эту петлю. Снимаем ее и ниточку заводим за спицу. Подтягиваем ее. А дальше провязываем по рисунку. На изнаночной стороне 2 петли лицевые вместе с накидом. Изнаночная. Лицевую с накидом вместе. Изнаночная. И таким образом идем уже по изнаночной стороне до вот этих вот 4 петель. Сейчас остановимся возле маркера. Накид, смотрите, вот у нас была лицевая, изнаночная, значит следующая петля у нас будет лицевая. Мы ее будем провязывать вот таким образом. Переснимаем маркер, дальше петли у нас идут реглана. После маркера у нас прибавка. Тоже внимательно будьте, вот была лицевая, затем изнаночная. Значит, это уже будет прибавка изнаночная. Прибавка будет лицевой провязываться.
То есть будьте внимательны. Одна лицевая, одна изнаночная должна быть. Итак, мы уже доходим вот до желтого вот этого маркера, до оранжевого маркера. Это у меня начало вязания, вот оно. Прибавку мы провязываем лицевой. Так, опять идет регланная линия. Маркер приснимаем. Так, вот смотрите внимательно, у нас тут немножко перекрутился этот накид и прибавка, поэтому внимательно следите. Здесь у нас, смотрите, получается уже будет первая изнаночная, потому что вот это вот лицевая будет с накидом, значит первая будет изнаночная. Значит, мы сейчас с вами провяжем 4 лицевые, которые мы провязывали, и захватим еще следующие 4 лицевые. И это у нас будет уже вторая точка разворота. Так, вот у нас накид этот, он сползает немножко, поэтому следите за тем, чтобы они были тут. Так, разворотная петля у нас получается. Мы ее провязываем вот таким образом. Дальше идет у нас 4 лицевые. Смотрите, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Следующая лицевая у нас идет. Изнаночная, лицевая, изнаночная. И разворачиваем наше вязание. То есть мы с вами уже вот эти вот 4 петли провязали и идем назад. Точно так же сейчас будем делать прибавки возле регланных линий, провязывать наш рисунок. И затем пойдем к третьей точке разворота. Вот сюда захватим вот эти 3 петли. То есть это у нас идет уже третий ряд с прибавками. Так, делаем разворотную петлю. Вот смотрите, опять у нас с этой стороны тоже 5 петель осталось. Правую спицу вводим вот таким образом. И заводим уже ниточку к себе. Подтягиваем ее. Дальше внимательно следите. У нас изнаночная, значит, она должна быть с накидом. Лицевая. Накид с изнаночной. Лицевая. Накид. И так далее. Доходим до регланной линии. Так, вот у нас петля, это лицевая. Мы ее провязываем и делаем накид. До маркера мы делаем накид к себе. Ниточка идет к нам. Вот таким. Провязываем петли реглана. Переснимаем маркер. Вот этот вот оранжевый у нас начало нашего вязания. И делаем тоже прибавку. После маркера делаем от себя. Вот таким образом. И ниточка идет туда. Дальше внимательно смотрим. У нас изнаночная, значит мы ее должны с накидом снять. Лицевая, снимаем, провязываем лицевую. Изнаночную, да, то есть тут как бы все понятно уже. Так, и дальше провязываем, как я уже сказала, вот до этих 3 петель. Захватываем их и пойдем назад уже. На другом рукаве мы с вами будем захватывать следующие 3 петли. По спинке вот провязали мы петли. Так, последняя у нас изнаночная. Мы ее с накидом провязываем. И делаем прибавку до маркера к себе. Ниточка идет к себе. Вот таким образом будем делать прибавки по регланным линиям.
переснимаем маркер. Значит, после маркера делаем от себя. Ниточка идет туда, назад. Сейчас провяжем 4 первые петли, 4 еще следующие и 3. То есть у нас остается всего лишь 2 петли. Вот эти вот в конце. Остальные мы должны с вами провязать. Так, внимательно смотрим рисунок. Вот у нас изнаночная, с накидом снимаем, лицевая. Опять у нас разворотная петля. И это у нас была лицевая, поэтому мы за 2 стеночки аккуратно ее провязываем вот таким образом. Дальше, естественно, идет у нас изнаночная с накидом, лицевая, изнаночная с накидом. И смотрите, все, у нас осталось 2 петли. Мы останавливаемся, разворачиваем вязание наше на изнаночную сторону. И уже по изнаночной стороне делаем разворотную петлю, правой спицей вводим. Так, вот она. Значит, здесь такой будет нюанс, потому что, видите, мы ее не провязали изнаночную, она у нас идет с накидом, поэтому поступим следующим образом. Наверное, мы ее все-таки провяжем для того, чтобы сохранить, скажем, наш этот рисунок. Так, и вот таким образом на себя проденем. Я думаю, когда мы провяжем, тут здесь ничего страшного не будет. Не будет заметно. Так, и дальше вяжем изнаночная, лицевая с накидом провязывается вместе. Значит, сейчас мы идем таким образом, вот. Так же, как мы вязали этот изнаночный ряд. И мы уже дойдем вот до этих 3 петель. Так, давайте опять остановимся возле этого маркера оранжевого. Так, довязала я до маркера. Это у нас будет накид изнаночный. Провязываем петли реглана по изнаночной стороне. Опять у нас была прибавка. Смотрите внимательно, лицевая, изнаночная, значит, это будет лицевая. Изнаночная. 2 петли вместе лицевой, изнаночной. 2 петли вместе лицевой, изнаночная. Так, мы доходим до точки разворота. Провязываем эту точку разворота за 2 дужки вместе. И смотрите, мы сейчас должны захватить вот эти вот 3 петли. То есть это у нас будет уже 3-я точка разворота на этом рукаве. 3 петли. Значит, смотрите, была лицевая, изнаночная. Значит, последняя будет у нас лицевая. Дальше у нас изнаночная, лицевая. И останется опять же на этой спице только 2 петли до маркера. Так же, как и с этой стороны. Мы пока вот здесь вот. Сейчас разворачиваем вязание на лицевую сторону. И идем уже по лицевой стороне. Дошли мы до разворотной петли вот этой вот. Провязываем за 2 стеночки вместе. Так, и остались у нас вот эти вот 2 петли последние, которые на рукаве. Сейчас мы их также провяжем, развернемся на лицевую сторону. Так, изнаночная, лицевая. Разворачиваемся на лицевую сторону. Делаем разворотную петлю. Так, уже вот туда ниточка пошла. И смотрите внимательно, лицевая. Провязываем лицевой, накид с изнаночной, ну и так далее. Так, сейчас мы с вами будем вязать по спинке. И давайте остановимся тогда вот здесь вот. Прибавки будем делать в каждом лицевом ряду. Так,
Дальше, когда мы будем вязать реглан, у нас будут прибавки через ряд. Сейчас у нас лицевой ряд, значит, мы опять делаем прибавочки до реглана и после реглана. Подходим мы к разворотной петле нашей. Так, у нас пока вот это вот еще лицевая. Последняя у нас была разворотная петля. Она у нас изнаночная, поэтому провязываем ее изнаночной. Вот таким образом. Так, и сейчас смотрите, вот у нас провязана вот эта вот часть нашего ростка. То есть 8 рядов мы провязали поворотными, 8 рядов. Нам еще нужно провязать также 8 рядов. Но эти ряды мы с вами будем уже вязать именно по горловине, по переду. Также у нас будет 4 точки разворота. Если здесь мы брали число сначала большее, то по горловине будем брать меньшее число, чтобы у нас горловина лучше садилась по переду. 2 петли, 3 петли, 4 и 4. И здесь то же самое. 2, 3, 4 и 4. Сейчас смотрите, вот так вот выглядит у нас на данном этапе наш росток. Спицы 60 сантиметров. Удобно уже вязать именно этими спицами. Если горловину и ложную петлевку можно было 40 сантиметров брать спицы, то сейчас, конечно, брать лучше 60, потому что провязывать уже сложнее. Так, и вот видите, это у нас перед. Он еще такой, скажем, не провязан абсолютно. А вот здесь вот уже по спинке видно наш росток. Вот таким образом. Видно, что перед небольшой совсем, а спинка уже больше, чем перед. И сейчас мы с вами еще провяжем 8 рядов. Также такими же самыми разворотными петлями, но будем захватывать уже петли именно по переду. Я сейчас показывать вам уже не буду. Будет это провязываться аналогично. То есть сначала вот сейчас мы вот здесь вот остановились. Также делаем прибавочки перед регланными линиями и после регланных линий по лицевой стороне, в лицевых рядах. Захватим сначала 2 петли, вернемся затем назад по изнаночной стороне, захватим вот эти вот 2 петли и опять пойдем назад по лицевой стороне. Прибавки делаем обязательно. Дальше захватим 3 петли и точно так же возвращаемся, пока вот эти вот все петли мы с вами не захватим. Итак, смотрите, вот у нас полностью уже провязан росток. Вот у нас видно. Здесь у нас по спинке больше расстояние от ложной петлевки, чем спереди. Вот эта вот разница между передом и спинкой называется росток. Мы уже выполнили последнюю точку разворота, вот эту вот. То есть полностью все 8 точек разворота я уже выполнила. Захватила вот эти вот последние 4 петли. И сейчас у меня на спицах, смотрите, после ростка по переду 49 петель, вот они, вот эти вот петли. По рукаву вот этому 21 петля. По спинке 49, вот здесь вот. А на этом рукаве, смотрите, я остановилась пока вот здесь. То есть, когда захватила эти 4 последние петли. И сейчас я буду идти назад. Буду делать уже прибавки на лицевой стороне. Потому что я развернусь сейчас и пойду
по лицевой стороне. И сейчас вот эти вот две недостающие петли, которые у нас только всего 19 петель, когда я их прибавлю, у меня опять получится 21 петля. То есть одинаковое количество будет петель на одном рукаве и на втором. Нужно обязательно пересчитать. И смотрите, мы пришли к одинаковому количеству по спинке и по переду. Если даже разница будет по переду на 2 петли больше, то в принципе ничего страшного нет. Даже, мне кажется, и лучше, потому что по переду, скажем так, для женских изделий это даже лучше. Делаем последнюю петлю разворота. Она у нас изнаночная, поэтому смотрите, вот так вот перекидываем. Делаем 2 стеночки на спице. И поскольку это лицевая сторона, естественно, должны быть прибавки, должны быть накиды на изнаночных петлях. Провязываем лицевая, дальше изнаночная с накидом. Еще раз покажу, как мы будем делать эти прибавки. Если это прибавка до регланной линии, вот как сейчас, значит мы должны воздушную петлю сделать к себе. Вот таким образом. И вот эта ниточка, она идет к нам. Это до регланной линии. Дальше перекидываем маркер, провязываем петли реглана. Доходим до регланной линии. У нас прибавка идет к себе. Вот так. И провязываем петли регланной линии. Вот этот вот у нас маркер оранжевый. Это был у нас начало, указатель того, что это идет начало ряда. Так, вот так же, как я и показывала на схеме. И смотрите внимательно. Вот сейчас у нас уравнялись полностью петли. На рукавах у нас 21 петля, по спинке 49 и по переду. И сейчас у нас начинается уже вязание по кругу. То есть поворотных петель у нас уже не будет. Вот так вот выглядит у нас на данном этапе росток, как я и показывала. И с этого момента будем делать прибавки через ряд. Смотрите внимательно. Вот у нас идет первый ряд, но у нас в этом ряду прибавок нет, накидов нет. Значит, здесь мы делаем прибавки полностью по кругу. Уже у нас идет круговое вязание полностью. И возле регланных линий перед началом и после регланной линии мы делаем прибавки. Но прибавки будем делать через ряд. И так будем продолжать вязание нашего реглана. Так, вот смотрите, я уже вот столько провязала реглана. Приложила к кофте, которую вот раньше вязала тоже с регланом. И вот таким образом я примеряю и смотрю, устраивает меня вот эта линия реглана или нет. Вот на данный момент мне немножко еще нужно провязать, наверное, сантиметра 2. Так вот можно приложить к той кофте, которая, скажем, вам больше всего подходит, и примерить вот эту вот длину реглана. То есть я вот на данный момент буду провязывать еще, ну, сантиметра 1,5, а потом уже буду смотреть конкретно вот эту линию реглана. Так, и что касается в сантиметрах, на данный момент у меня реглан по переду получается 23 сантиметра. Но дело в том, что эта резинка, она, конечно, тянется. Вот поэтому в длину, естественно, когда будет носиться свитер, он вытянется. Вот. Но все равно, вот видите, я его потянула, и он уже вниз объехал немножко. Поэтому вот эта вот линия реглана 23, может 23,5, пока она мне еще мала. Поэтому я буду еще где-то сантиметра 1,5 точно вязать дальше.
Так, вот эти вот спицы с леской я сделала для примерки полностью. Вот видите, какой она получается вот на той стороне, на изнаночной стороне. Вот такой вот рисунок. Это линия реглана. И сейчас дальше буду вязать, но буду вязать, видите, спицы у меня также разные. То есть рабочая спица, это вот у меня вот так вот я вяжу. Рабочая спица у меня правая, она 3,5, а левая троечка, чтобы было удобнее вязать. И вот эти петельки, они скользят, когда мы вяжем. С левой спицы они соскальзывают, поэтому вязание идет быстрее. Если у меня спицы были бы тоже 3,5, то вязание было бы немножко, скажем, тяжелее. Поэтому спицы, вот когда мы вяжем, лучше всего брать разного размера. Правая спица на полразмера больше, чем левая. Так, реглан я уже провязала. Я думаю, что то расстояние, которое мне надо, то есть длину реглана. Поэтому я сейчас, вот смотрите, переношу, есть леска у меня длинная, так, я прикрепляю вот к этой леске, которую я вязала, так, соединила, и это съемная леска. И сейчас я хочу просто измерить, скажем так, вот эту нашу длину полностью реглана, но для этого нужно все петли вот так вот распределить на эту леску. Поэтому я вот так вот ее вытягиваю. Если у кого-то нету такой лески, конечно, нужно брать спицы, несколько штук, скажем так, 120 сантиметров, 100 сантиметров. Вот так вот вытягивать. И, конечно, лучше всего, чтобы это сделать. Так, петель очень много, я их уже подсчитала. Сейчас я вам все расскажу, сколько петель получилось после того, как провязан этот длина нашего реглана. И смотрите, вот длина нашего реглана сейчас у меня получилось 25 сантиметров. Ну, конечно, этот узор, эта резинка натянется, поэтому если носиться будет кофта, конечно, она вытянется на 1 сантиметр, вытянется обязательно. Вот, поэтому на данный момент у нас 25 сантиметров реглан. И на этом я останавливаюсь. Что касается расстояния вот от нашей ложной петлевки до, если по прямой, то это где-то 20 сантиметров. Так, что касается размеров вообще свитера. Значит, я вяжу на размер 48-50. Если кто-то желает вязать на размер меньше, значит, длина реглана у вас должна быть меньше. То есть количество петель будет все одинаковое. Прибавки тоже делайте через ряд, но единственное, регулируйте длину реглана. То есть, если размер меньше, естественно, длина реглана будет меньше. Если у вас размер будет больше, чем 50, значит и длина реглана должна быть больше. Я не буду рассказывать, какая длина реглана. Сейчас размещу табличку, вот здесь вот вы увидите, какая длина реглана для какого размера. Поэтому вы ориентируйтесь по этой табличке и смотрите. Вот если вы провязали длину реглана конкретно в сантиметрах, проверили. И смотрите по табличке, какой это у вас размер. И все. То есть размер вот этого нашего плечевого изделия, реглан сверху, регулируется очень просто. Так, количество петель одинаковое. Для размеров всех, я думаю, одинаково. Даже или меньше, или больше. Вот, поэтому вам самое главное рассчитать вот эту вот длину реглана. И все. И вяжете, просто вяжете дальше. Сейчас смотрите, вот у нас получается вот таким образом рукав. Я сейчас вам покажу, какая у нас ширина рукава получилась. Вот если вот так вот посмотреть, примерить, тоже в нерастянутом таком виде, видите, до маркера 19 сантиметров. Вот это вот ширина рукава.
И сейчас будем распределять петли на рукав. Будем переснимать их. Их можно переснимать на дополнительную ниточку. То есть взять иголочку и дополнительно нитку контрастного цвета, так, и переснять на ниточку вот эти вот петли рукава. И другого рукава точно так же. Если у кого-то есть съемная леска, вот с такими заглушками, тоже очень удобно. Можно переснять на дополнительную леску вот этими съемными заглушками с одной стороны и с другой стороны. То есть здесь у нас вот так вот спицы откручиваются и пересняли на леску петли и с двух сторон сделали заглушки. Если у кого-то таких нету, скажем, приспособлений лески, значит можно просто иголочкой с ниткой перенести на дополнительную нить контрастного цвета, естественно. Что касается линий реглана, значит, у нас они по 5 петель. Так, я их отдам на перед и на спинку. Рукава у нас будут чисто, скажем, петли, которые мы вязали на рукав. Так, по размерам еще раз быстренько пройдусь, потому что я вот по рукаву вам сказала. Это 19 сантиметров. Так, и по переду, по спинке одинаковое расстояние, потому что количество петель одинаковое. У меня получилось вот в нерастянутом виде, так как оно вот сейчас есть, до маркера это 47 сантиметров. Но если потянуть, то, конечно, оно будет немножко больше. Но вот так вот, как оно ложится в таком виде, именно маркеры, которые не входят в регланная линия, это 47 сантиметров. Так, ну поскольку регланная линия войдет в перед и спинку, значит это уже расстояние будет где-то 50. Вот, поэтому достаточно нам для нашего размера вот это вот наша ширина. Так, теперь что касается количества петель. Смотрите, до реглана у нас было вот такое количество петель после того, как мы провязали росток. 49 петель по спинке, по переду, на рукавах по 21 петле. Ну и по 5 петель на регланной линии. Так, сейчас мы провязали с вами реглан полностью. И у меня получилось, после того, как я провязала реглан, у меня это 40 рядов. В каждом ряду были сделаны прибавки перед регланной линией, после. И по спинке, допустим, если по спинке, то сразу прибавлялись 2 петли в одном ряду. И по переду точно так же. До регланной линии, после регланной линии прибавлялись 2 петли. Поэтому в одном ряду по спинке и по переду мы прибавляем 2 петли. 40 рядов, но умножаем на 2. То есть на 2 петли. Одна здесь, одна здесь. И, допустим, по переду это уже 2 петли прибавились. Точно так же и по спинке, как я сказала. Поэтому сейчас, после того, как мы провязали росток, реглан наш, 25 сантиметров, у меня получилось 129 петель по переду и по спинке. На рукавах 101 петля. Сейчас мы с вами будем провязывать дальше вниз наше изделие, но рукава мы будем переснимать на отдельную контрастную нить, делать, набирать петли подреза, 5 петель подреза мы возьмем, скорее всего, и дальше будем вязать уже вязание вниз. И что касается веса, вы знаете, вот я хочу вам сказать, что на данный момент 252 грамма. Итак, мы вот остановились вот здесь, вот начало ряда. Это по спинке. Сейчас мы провяжем полностью спинку.
Так. Перед этим захватим петли нашей регланной линии. С самого начала начнем именно с регланной линии. Провяжем спинку всю. Провяжем регланную линию 5 петель. И затем остановимся здесь и начнем переснимать петли на рукав. Так, ну смотрите, как у меня получилось. У меня регланная линия 5 петель, видите, с накидами изнаночные. А дальше идут без накидов. Значит, у меня получается начало ряда будет после регланной линии. Поэтому сначала я провязываю их, так как они идут по рисунку. Вот видите, изнаночная вместе, лицевая, с накидом провязываем изнаночную. Дальше опять лицевая. И смотрите, вот сейчас у нас идет начало ряда, потому что мы должны делать накиды. Так, мы, конечно, их делаем, но помним о том, что у нас вот здесь будет начало ряда. Это будет под рукавом, подмышка, там ничего такого заметного не будет, поэтому провязываем вот таким вот образом, как идет у нас вот этот вот узор. Так, повесим лучше маркеры для того, чтобы помнить о том, что это начало ряда. И дальше провязываем уже по рисунку. Прибавок уже по регланной линии уже не будет. Так, идем лицевую провязываем, изнаночную с накидом. Лицевую провязываем, изнаночную с накидом. И дальше провязываем до следующей регланной линии. Так, вот доходим до маркера. У меня лицевая. У вас может быть другая. Снимаем маркер, он нам уже не нужен. Петли реглана уже тоже провязываем, но уже тоже с накидами. Смотрите, если у нас вот две вместе лицевые, да, вот как в данном случае у меня, а между ними должна быть изнаночная. Поэтому можно сделать еще одну прибавку возле регланной линии. Можно сделать и с протяжкой, в принципе. Здесь уже вот с перекрещенной. Так. И когда мы будем уже идти, у нас она будет изнаночная. Точно так же с другой стороны будете смотреть. Если две вместе получились лицевые, значит сделайте прибавочку еще одну. Так, вот сейчас у нас лицевая, изнаночная с накидом, лицевая, изнаночная с накидом, лицевая. Петли реглана мы провязали, они идут у нас на спинку. И сейчас у нас идут петли рукава. Так, петли рукава я буду продевать иголочкой на нитку. На дополнительную нить контрастного цвета, чтобы она была заметная. Так, вы можете на леску, как я уже сказала. Но мне больше нравится на нитку, потому что она не мешает. Леска немножко, скажем так, мешает. И вот так вот переносим все петельки на ниточку. Вставляем тут хвостик такой, потом завяжем вот так вот, не стягиваем. Потом, когда будем на спицу переносить петли, чтобы они были не стянутые. Вот у меня остаются последние петли рукава. Так, вот так вот, видите, рукав довольно-таки широкий. Мы не стягиваем эту ниточку, не надо ее затягивать. Так, сейчас мы возьмем просто иголку, уже убираем. И эту ниточку делаем, скажем, такой вот узелок. Завязываем. Так, чтобы можно было развязать быстрее, сделали бантик. Так, а сейчас смотрите внимательно. Сейчас мы будем набирать петли подреза.
Так, что такое подрез? Подрез — это расстояние, которое находится под мышкой. Так, соединяют рукава. Некоторые вяжут без подреза, но вы знаете, я вяжу всегда с подрезом. Хотя бы несколько петель подреза я набираю обязательно. Сейчас я буду набирать 7 петель. Почему именно нечетное количество? Потому что, смотрите, у нас вот петли реглана заканчивается одна лицевая и начинается лицевой. Значит, между ними должно быть нечетное количество петель. Мы наберем с вами 7 петель. Каким образом? Вот рукав у нас отдельно, мы его не трогаем. И 7 петель набираем. Воздушные петли вот таким образом. Одна петля, к себе вторая петля, затягиваем сильно, чтобы не было такого расстояния между ними. Третья петля, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Вот. Вот эти вот наши воздушные петли, которые мы набрали с вами, будут для подреза. Дальше мы соединяем вот эту вот регланную линию следующую. Так, и сейчас соединяем уже петли переда. Сначала идет у нас вот эта вот регланная линия. Так, то есть мы делаем такой же самый рисунок, что и по спинке. Идет у нас накиды, идут. Так, провязываем лицевую. Дальше изнаночную с накидами. Но здесь, в этом месте, где мы соединяем, очень туго провязывайте. Туго провязывайте. Так, накид, потом лицевая, изнаночная с накидом снимаем, лицевая. Маркер уже убираем. И смотрите, что у нас тоже получается здесь. Вот у нас получается лицевая, и последняя прибавка у нас тоже получилась лицевой. Значит, мы с вами сделаем еще одну лицевую, изнаночную. Провяжем ее вот таким образом. Так, и провяжем, ну, можно, в принципе, да, потянуть за заднюю стеночку, вот таким образом провязать. Можно по-другому, более просто. Вот так. И уже за переднюю стеночку можно провязать скрещенной, изнаночной. Вот. Дальше пойдет уже лицевая. И вот так вот мы дальше провязываем петли переда. Полностью тоже идем с накидами до регланной линии точно так же. Так, смотрим внимательно. Переснимаем петли рукава на дополнительную нить. Так, а вот здесь вот между регланом и передом, смотрите, у меня получилось тоже в 2 лицевые вместе. Значит, я сделаю еще одну прибавочку. Если вот такая вот получается, скажем, ситуация, когда мы еще прибавили по одной петле с двух сторон, на подрезы можно сделать на 2 петли меньше. То есть не 7 петель подреза, а 5. И вы знаете, я, наверное, сделаю все-таки 5. А вы уже смотрите сами, в принципе. 2 петли, конечно, не играют никакой роли, но для меня, я думаю, достаточно будет уже 5 петель подреза. Так, вот я дохожу опять до регланной линии. У меня лицевая, это лицевая. И накидываю протяжку, провязываю ее скрещенной изнаночной. Будет у меня уже изнаночная между этими петлями. Дальше идет лицевая, изнаночная с накидом, лицевая, изнаночная с накидом, лицевая. Убираем маркер. Вот мы провязали с вами спинку, перед вместе. Петли подреза сформировали под одним рукавом. И сейчас будем делать следующее. Опять у нас идет рукав. Опять мы переснимаем петли на дополнительную контрастную нить. Так, и сейчас набираем петли подреза уже под вторым рукавом. Точно таким же самым образом. Делаем воздушные петли. Всего у нас их должно быть, я, как вам уже сказала, все-таки буду набирать 5 петель. 3,
4 и 5. Затягиваем сильно на спицу. И сейчас уже соединяем петли спинки. Провязываем вот эту вот петлю лицевую, затягиваем сильно, как я уже сказала, затягиваем сильно петли подреза. И дальше смотрите внимательно, у нас еще вот этот вот петли реглана, которые были, они у нас без накида, поэтому провязываем с накидом изнаночные петли. И вот этот маркер, как я уже сказала, означает начало ряда. То есть у нас начало ряда будет немножко чуть-чуть подальше за подрезом. Так, здесь в принципе ничего страшного нет, поэтому дальше провязываем уже самостоятельно. Вы знаете, я уже больше показывать пока не буду. То есть мы с вами, смотрите, соединили уже петли переда и спинки. Разделили петли на рукав. Так, и вот сейчас дальше будем вязать уже наш перед и спинку на свою вот эту вот длину. Так, доходим до петель подреза. Вот эти вот, которые мы с вами набирали. Так, мы должны их провязать. Но смотрите внимательно. Последняя лицевая, значит, она должна быть первая изнаночная. Аккуратненько протягиваем спицу и провязываем изнаночной. При этом туго затягиваем. Как я вам уже говорила, петли подреза нужно затягивать, особенно там, где мы соединяем их. Первая петля изнаночная, вторая будет лицевая. Затем опять изнаночная. Потом у нас идет лицевая. И опять последняя изнаночная, пятая. У вас может быть седьмая, это не важно. Главное, чтобы было нечетное количество. И дальше идет у нас уже лицевая петля. Мы ее протягиваем, мы ее провязываем. И изнаночную вместе с накидом провязываем, как мы делали по рисунку. И вот таким образом мы с вами провяжем петли подреза и на втором рукаве. Дальше второй ряд будет у нас уже с накидами. Естественно, накиды будем делать там, где у нас идет подрез. Так, то есть дальше мы будем вязать на свою длину, нигде не сокращая петель до низа. Я провяжу и тогда вам скажу, сколько у меня получилось расстояние в длину до низа. Итак, смотрите, вот у меня уже провязана длина от подреза и до низа. В сантиметрах у меня, если вот так вот, как лежит этот свитер, от подрезов у меня 25, даже 25,5 сантиметров. Но дело в том, что эта резинка, знаете, сами, она тянется. Поэтому, когда будет носиться, естественно, оно будет немножко вытягиваться. Поэтому я думаю, на 1 сантиметр точно будет вытянуто. То есть, видите, уже вот даже я потянула, уже 26 сантиметров. Так, вы можете вязать немножко длиннее, если вы хотите более подлиннее свитер, или немножко покороче, то есть пару сантиметров можно тоже меньше провязать, и тогда будет более укороченный свитер. Так, и смотрите, если уже брать вот высоту от верхней точки до низа, тоже в таком вот не растянутом виде, 48 сантиметров. Когда он будет носиться, как я говорю, естественно, вы знаете, что эта резинка, она тянется. И вот уже у меня, видите, даже 51 сантиметр. Так, теперь будем приступать к провязыванию резинки.
низ изделия будем вязать резиночкой 1 на 1. Так, я думаю, что я провяжу где-то сантиметров 5 еще. Так, то есть вяжем резиночкой 1 на 1. Дальше нигде ничего не убавляем, но сейчас уже будем брать спицы номер 3. 80 сантиметров тоже, чтобы было удобнее вязать. Мы вязали 3,5, а сейчас переходим на спицы номер 3. Ну и, соответственно, провязываем эту резиночку. А затем, когда провяжем, уже будем закрывать петли. Вяжем резинку обыкновенно. То есть, смотрите, у меня вот этот ряд уже без накида. Так, и мы сейчас просто будем провязывать. Там, где у нас лицевая шла, мы будем провязывать лицевой, а там, где шла изнаночная, провязываем изнаночной. Одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная. Одна лицевая, одна изнаночная. И так вот мы идем дальше по кругу. Так, и провязываем. Я провязывать буду где-то 5 сантиметров. Вы можете провязать немножко больше. То есть смотрите по своему, скажем, желанию. Итак, у меня уже полностью провязана резиночка. Как я и говорила, 5, ну даже больше получилось. Около 6 сантиметров. И полная длина вот от самой верхней точки до низа у меня получается 56 сантиметров. Так, 56 сантиметров. Вы знаете, оно полотно это тянется вниз, поэтому, ну, я думаю, на сантиметр вниз оно точно еще прибавится потом. И сейчас я буду закрывать петли обычным способом. Вы знаете, я не буду закрывать фабричным способом, потому что здесь ниточка идет с махером, она такая вот цепляется, и иголкой продевать в петли, а здесь их очень много, почти 300 петель. Я уже просто, помню, раньше закрывала петли с махером, и ниточка просто, она потом вся, скажем, утончалась. И очень, кстати, не очень удобно закрывать махер именно фабричным способом. Вот, поэтому я решила, что буду закрывать петли обычным способом. Сейчас я вам покажу несколько петель, а дальше уже самостоятельно. Вы можете, в принципе, и фабричным способом закрыть петли. На канале у меня есть отдельное видео, там 2 способа. Ссылочка появится сверху, вы можете перейти посмотреть по ней. 2 способа закрытия петель фабричным методом. Первую петлю я провязываю, она у нас лицевая, значит я провязываю лицевой. Дальше идет изнаночная, провязываю изнаночной. А предыдущую, которая у нас была перед этим, набрасываю на вот эту вот петельку. И таким образом дальше повторяю. Смотрите, у нас идет лицевая, я ее провязываю лицевой и набрасываю предыдущую петлю. И таким образом повторяем. То есть, если изнаночная, провязываем изнаночной, если лицевая, провязываем лицевой. И набрасываем предыдущую петлю. Единственное, смотрите так, чтобы здесь край был не особо стянут, ну и, конечно, не широкий. То есть, немножко закрыли и посмотрели этот край, чтобы он не стягивал сильно полотно, и в то же время, чтобы оно не было такое расхлябанное. И повторяете так до конца ряда. Так, закончила я уже полностью закрытие петель внизу. И вот так оно выглядит поближе. Вот такая вот косичка. Для изделий, в состав которых входит махер, вы знаете, это закрытие, мне кажется, как нельзя кстати. Сейчас отрезаем ниточку, затем заправим этот кончик.
И мы с вами сейчас приступаем к вязанию второго рукава. Переснимаем все петельки на спицу. Они у нас на дополнительной ниточке. Будем с вами делать убавки. Вот немножко я показала резиночкой эти убавки. Дальше у меня идут без этой резиночки. Так, то есть я иногда вот делаю, так сказать, одеваю вот такие вот резиночки для того, чтобы зафиксировать, скажем, нужную нам петлю. Убавки, вот смотрите, они вот так вот идут. Вот убавка, вот убавка, вот убавка. И мы будем делать 3 петли вместе, провязывать на протяжении рукава. Сейчас я вам расскажу, через какое количество рядов. Так, вначале мы вот эту ниточку убираем. Берем спицы в работу номер 3,5. Это у меня троечка, а рабочие они 3,5. И переснимаем петли. Вот таким образом, не спеша, мы переснимаем вот эти все петли. Смотрите, в конце, если вот у вас, скажем так, вот сильно ниточка затянута, и вы не можете понять, где у вас вот эта вот петля, которую нужно поднять, можно поступить следующим образом. Вот эту вот дополнительную нить между вот этой вот, скажем, то, что вот видно, мы вытягиваем. Смотрите, вытянули эту ниточку, а затем берем вместе и вытягиваем. И вот смотрите, то, что у нас вытянулось, это и есть наша петля. Перетягиваем на спицу, и у нас осталась еще одна петля. Видите, она просто затерялась там, мы ее не видим. Поэтому за эти 2 ниточки мы тянем вот таким образом. И вот то, что на этой, вы можете брать спицы и 40 сантиметров, так, если вам удобнее. Мне вязать пока удобнее способом Magic Loop. Потому что здесь, скажем, больше такое большое расстояние, тем более мы здесь будем петельки набирать, поэтому пока я буду вязать методом Magic Loop, а затем уже можно перейти на спицы номер 40 сантиметров. Берем нашу ниточку в работу. Так, поскольку у меня длинная леска, я ее вытяну где-то здесь примерно посерединке. И начинаем с вами набирать вот эти вот петли подреза. Первая изнаночная, значит, мы ее будем набирать изнаночной. Заводим спицу за ниточку. Так, и вот эту вот петельку, которая у нас изнаночная, берем вот таким образом ниточку. И выводим ее сюда. То есть у нас получается как бы такая изнаночная. На месте изнаночной у нас получается изнаночная. Дальше у нас идет вот эта вот лицевая. Я ее провязываю лицевой. Завожу спицу в нее и подхватываю петлю вот таким образом. Возьмем крючок и в изнаночную петлю. Вот смотрите, вот она у нас. Заводим с той стороны. Вот так вот я ее ввела. Подхватываем эту нить рабочую. Вот так. Снимаем и одеваем на спицу. Вот у нас уже 3-я изнаночная. Дальше у меня идет лицевая. В лицевую легко попасть. Вот у нас лицевая, видите? То есть над изнаночной изнаночная, над лицевой лицевая. И осталась у нас еще одна изнаночная. Опять за спицей заводим крючок и подхватываем вот эту вот нашу рабочую нить.
уже с обратной стороны, как я сказала. Крючком намного лучше и быстрее. Так, вот смотрите, петли подреза я уже набрала. Они идут аккуратно. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. 5 петель. Так, с этой стороны мы с вами наберем еще одну петлю. Так, смотрите, вот у нас идет. Ну, здесь, в принципе, широко. Вы знаете, мы можем набрать сейчас 2 петли, а затем в следующем ряду мы здесь убавим. И здесь будет тогда красиво у нас соединение. Так, то есть смотрим внимательно, как можно вот эти вот петельки поднять. Вот, наверное, даже я таким образом. Хотя вот здесь дырочка такая получилась, она некрасива. То есть мы здесь наберем 2 петли, а потом, когда уже будем идти назад, можем сократить их. Так, давайте я вот это вот лучше наброшу на спицу. Вот таким образом. И провяжу сейчас. Так, провяжу изнаночной. То есть здесь нужно смотреть, как можно выйти с этой ситуации. Хотя вот видите, опять какая-то дырка получилась. Я буду делать по-другому. Выехала у нас петля. Вот, выехала у нас петля, видите, полностью. Поэтому мы должны сделать уже ее как-то по-другому. Здесь ничего сложного нет. Можно просто, скажем, посмотреть, как выйти из этой ситуации. Вот эти петельки мы подтянем. Вот так вот. Видите, нет уже никакого большого стыка, поэтому... То есть петельку я здесь потеряла, я ее сейчас подняла. Так, и мы с вами сейчас здесь будем набирать 2 петли. Каким образом? Смотрите, вот первая петля можно скрещенной просто вот взять, набрать. Вот видите, оно в принципе тоже будет неплохо. Дальше у нас, вот смотрите, тоже можно набросить на эту спицу, на левую, и провязать скрещенной. Вот и все. Дальше, когда мы будем идти уже второй ряд, мы просто эти петельки убавим. Провяжем 2 вместе, получится 1 петля. Дальше будьте внимательны. Вот у нас ряд был. То есть мы вяжем дальше по рисунку. У нас была 1 лицевая, 1 изнаночная. Сейчас мы с вами должны делать накид. Поэтому делаем накид и снимаем петлю. Дальше у нас лицевая. Опять накид снимаем с изнаночной, провязываем лицевой. То есть сохраняем наш рисунок. И провязываем сейчас полностью вот до этого места. Так, довязываем мы до вот этой вот части нашего рукава. Так, это у нас будет лицевая. Мы провязываем лицевой. И здесь также делаем 1 петлю дополнительную. Так, набрасываем на спицу и провязываем скрещенной лицевой. И дальше соединяем. Так, смотрим внимательно. У нас была это изнаночная первая, значит мы ее провязываем уже с накидом. Вот так вот снимаем, подтягиваем эту ниточку. Дальше у нас шла лицевая. Опять снимаю с накидом. Лицевая с накидом. Здесь мы развернем немножко петельки. Вот так. Лицевая. Так, хотя, вы знаете, это не лицевая, это уже та дополнительная петля, которую мы с вами набирали. Значит, мы ее сейчас вместе провяжем. То есть вот эти вот 2 петельки мы с вами сейчас провяжем за передние стеночки лицевой. Туговато немножко. Растянем немножко вторую петлю. Ну, вот таким образом протянем. Так, и вот смотрите, вот эти вот у нас уже накид, значит, это у нас пошел второй ряд.
второй ряд мы полностью будем провязывать по нашему узору, ничего нигде не убавляя. Так, у нас, то есть, получается, мы вязали с накидом, значит, мы полностью сейчас провязываем уже второй ряд. Идет у нас, вот смотрите, изнаночная, мы ее провязываем с накидом вместе. Дальше идет лицевая, и опять провязываем с накидом вместе изнаночной, лицевая. Единственное, здесь нужно, конечно, повесить маркер для того, чтобы знать, где у нас начало ряда. Так, я уже почти довязала вот этот вот второй ряд. Ну, в принципе, я уже его довязала. Так, и сейчас мы с вами разделим 7 петель. Вот эти вот 5 петель подреза и еще по одной петельке с каждой стороны. И эти 7 петель мы с вами будем убавлять вот таким треугольничком. Так, значит, вот у нас маркер, значит, мы должны вот эту вот петлю пока, скажем, переснимем, потому что мы ее должны убавить так. То есть 5 петель подреза и с каждой стороны еще одну дополнительную. Маркер повесим, чтобы у нас было более понятно. Одна петля подреза, 1, 2, 3, 4, 5. И плюс еще одна с этой стороны. Вот таким образом помечаем, чтобы мы знали, где будем убавлять. Вот у нас, смотрите, 2, 4, 6, 7 петель, которые мы с вами будем убавлять вот таким, как я сказала, треугольничком. Так, это у нас идет третий ряд, и мы с вами убавляем. С самого начала мы будем убавлять вот эти вот 2 петли слева, а затем, когда дойдем в конце ряда, будем убавлять вот эти вот 2 петли после маркера. Так, с этой стороны мы сделаем убавку вправо. Каким образом? Вот у нас, несмотря на то, что есть накид, мы с вами провяжем эту петлю и следующую. Немножко ее вытянем, чтобы легче было провязывать. За передние стеночки лицевой. Вот так. И это у нас убавка вправо. С этой стороны у нас будет убавка влево. Значит, сейчас полностью провязываем весь этот ряд, сохраняем рисунок. Вот у меня изнаночная, значит, я ее провязываю с накидом, снимаю точнее, и затем лицевая и так дальше. Мы с вами доходим до этого маркера, провязываем полностью все петли, переснимаем маркер. И сейчас у нас идет убавка влево. Вот смотрите, это у нас такая дырочка получилась, но у нас это, вот видите, начало ряда. Поэтому, когда мы будем заправлять нить, здесь мы эту дырочку с вами залатаем, скажем так, заправим. Так, сейчас у нас идет убавка влево. С этой стороны первую петлю мы снимаем, вторую провязываем и набрасываем вот эту вот петлю на следующую. Все, это у нас убавка влево. Так, дальше у нас, смотрите, по рисунку идет лицевая. Изнаночную мы уже с накидом снимаем. Лицевая, снимаем изнаночную, потому что у нас она, видите, лицевая, которую мы с вами провязали, но мы ее будем снимать как изнаночную. То есть сохраняем наш рисунок. Переснимаем маркер, и следующий ряд у нас идет уже четвертый. Здесь мы полностью провяжем этот ряд без убавок. Так, доходим до этого маркера, переснимаем. Опять мы с вами провязываем эти петли. Смотрите, вот у нас идут лицевые, поэтому это у нас будет изнаночная, мы ее снимаем. Затем лицевая. Так, и вот у нас идет уже с накидом, значит, мы их будем провязывать. Так, сейчас смотрите, у нас идет уже пятый ряд, поэтому мы две вот эти вот петельки будем убавлять с наклоном вправо. Опять за передние стеночки провязываем лицевой. И у нас вот идет такая вот диагональ. Видите, убавка вправо.
А здесь у нас будет идти убавка влево. Провязываем дальше по рисунку с накидами у нас сейчас. Довязываем до этого маркера. Довязываем, переснимаем этот маркер и делаем убавку влево. Так, вот это вот мы снимаем. Одну петлю у нас получается с накидом. Дальше мы провязываем и набрасываем предыдущую. Вот таким образом. Остается у нас, смотрите, 3 петли между маркерами. Мы провязываем вот это вот, точнее снимаем уже с накидом, а это мы просто провязываем. Следующий ряд у нас без убавок, то есть 6-й ряд. Дохожу до этого маркера и смотрите, у нас между маркерами 3 петли вместе с накидом. Значит, мы сейчас их провяжем вместе лицевой. Смотрите, для того, чтобы было удобнее нам делать это вот убавку, мы вот это вот изнаночную, вы знаете, я ее провяжу сразу изнаночной. Вот так. Опять набрасываем на спицу. Смотрите, вот эти вот 2 петли мы с вами снимаем. 3-ю провязываем. И вот эти 2 петельки, которые мы сняли, набрасываем на следующую петлю. Вот так. И у нас получается, что мы 7 петель, которые у нас были, мы их убавили. Так, остается 1 петля. У нас получается вот такой вот, скажем, ну, треугольник. Он, правда, плохо видно. Но вот это вот так вот у нас выглядит подрез. Так, теперь что касается дальнейшего нашего вязания рукава. Дальше мы будем вязать уже с убавками. Смотрите, убавки в рукаве у нас будут вот в этих рядах. Сейчас у нас была убавка в 7 ряду. Дальше мы будем убавки делать через 11 рядов. То есть 18, 29, 40 и так далее. Всего у нас будет провязано по рукаву 156 рядов. Это до манжета. То есть на данный момент у нас вот после этого треугольничка у нас на спицах 108 петель. Когда мы сделаем 13 убавок, всего у нас по 2 петли, значит у нас останется 82 петли до манжета. То есть перед тем, как вывязывать манжет, у нас будет 82 петли. Смотрите, я еще ваше внимание обращаю на то, что провязываются у нас вот эти убавки. Каким образом? Мы будем провязывать так же, как и последняя вот эта вот убавочка, которая у нас была вот сейчас. То есть мы будем убавлять за 3 петли вместе. И эти убавки у нас будут выглядеть следующим образом. Смотрите, вот это вот у нас убавка, когда были провязаны 3 петли вместе лицевой. Это у нас убавочка была именно вот эта вот последняя в этом треугольничке. И она будет выглядеть вот таким образом. Когда будут провязываться 3 петли вместе изнаночной, убавка будет вот такая. Вот видите, была лицевая, ее уже нет. И она будет чередоваться. То есть в одном месте будет 3 петли вместе изнаночной, затем 3 петли вместе лицевой. И опять 3 петли вместе изнаночной. Ну и так далее. То есть дальше мы провязываем самостоятельно. Здесь ничего сложного нет. Сохраняем рисунок и вяжем наш рукав до манжета. Мы подошли к провязыванию манжета. У нас на спицах 82 петли. На манжете у нас будет 60 петель, поэтому 22 петельки мы с вами должны убавить. Берем в работу уже спицы номер 3. Были у нас 3,5, мы с вами вязали рукав.
Так, и начинаем с вами убавлять петли перед манжетом. Убавки мы будем делать следующим образом. Смотрите, вот я уже первую часть провязала. И получается, что для того, чтобы было красиво, то есть изнаночные шли, где изнаночная идет изнаночная, там где лицевая идет лицевая. Но мы будем 3 петли вместе провязывать лицевой. Вот смотрите какие. Идет изнаночная, провязываем изнаночной. Затем идет лицевая и опять изнаночная. То есть 3 петли мы с вами провязываем. Дальше идет убавка. Лицевая, изнаночная, лицевая. 2 первые мы снимаем за передние стенки. Третью провязываем лицевую. А вот эти вот 2 стеночки, которые мы с вами сняли, набрасываем на третью петлю. И вот получается убавка посерединке. Это 3 петли вместе. Дальше опять 3 петли провязываем. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Опять делаем убавку. 3 петли вместе. 2 петли за переднюю стеночку снимаем. Третью провязываем. И вот эти вот, которые мы сняли, набрасываем на третью провязанную петлю. Дальше идет опять изнаночная, лицевая, изнаночная. И опять убавка. Итак, мы с вами смотрим в конце, даже если у вас где-то не получится конкретно 3 петли вот эти вот провязать, это ничего страшного. Главное, посмотрите, чтобы у вас на спицах оказалось именно 60 петель. Провязываем так до конца вот этого ряда. А затем подсчитываем в конце. Так, вот у меня осталось немножко. Я сейчас пересчитаю полностью, сколько петель. И тогда уже посмотрю, нужно мне делать убавку или не нужно. И сейчас вяжем резиночку 1 на 1. 1 лицевая, 1 изнаночная. То есть, чтобы был плавный переход. Вот у нас это лицевая, где была убавка. Дальше идет изнаночная. Таким образом повторяем, а дальше вяжем на свою высоту. Если хотите